Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Цыганский пасьянс, второй прогноз, неожиданности и сюрпризы июня. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И будем, конечно, мы реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, о том, что вы чувствуете, что у вас наболело сейчас. Но я надеюсь, вот эти карты небольшие, с рандомными значениями, для вас помогут просчитать какую-то ситуацию. Или мы с вами проведем приятное время, мои дорогие. Жизнь не бывает полностью предсказуема, особенно в наше теперешнее время. Быть готовым, в принципе, к неожиданностям, которые придут извне. А нам придется корректировать планы. И все в соответствии с нашими устремлениями. Но всегда, вот говорят, кризис – это новые возможности. Иногда буквально судьба нам дает какого-то пинка, извините, для того, чтобы мы на что-то решились. Или пересмотрели, изменили в отношении чего-либо или кого-либо свои взгляды. Итак, смотрим значения, и вы смотрите тоже. Если я что-то пропущу, пишите, обсудим. Для львов июнь месяц неожиданности и сюрпризы. Будет какое-то известие, вот я уже вижу, которого вы не ждете, мои дорогие львы и львицы. Какое-то известие, которое касается денег. Это известие выпадает колокол, которое, ну, я не могу сказать, что оно очень радует. Хотя рядом лежат как бы совпадения именно по деньгам. Вас что-то может выбить из колеи в течение июня месяца. Может быть конкретное поведение человека или какая-то ситуация, которая будет связана с деньгами. Давайте немножко раскроем, потому что я пока даже не знаю, в каком ключе это трактовать. А вот теперь знаю. Это как попробовать себя в новом деле, получить сразу вау-эффект, к примеру. Или начать бизнес с нуля и увидеть, что елки-палки, а ведь у меня получается, это мое. Или монетизировать свое творчество, хобби, или начать работать на самого себя, все-таки солнце – это наше эго, или еще чем-то заниматься, когда вам это нравится, вас это вдохновляет, еще и приносит деньги. Какие-то по части финансов интересные подвижки для вас, мои дорогие львы и львицы. И, возможно, вы прикладывали к чему-то усилия, но есть момент неожиданности. Ну, давайте мы идем дальше. Именно для большинства это будет вот как известие, сообщение, возможность, может быть, этих самых денег или осуществить как раз, может быть, переход по работе, ну, где мы зарабатываем деньги или откуда к нам приходит доход. Или для себя самого что-то сделать с таким хорошим знаменателем, но вы как будто даже больше настраивались на какой-то минус, а тут ситуация переворачивается в плюс. Вот для большинства, я думаю, именно это значение проиграется. Но это все от ваших приложенных усилий. Хотя для кого-то из вас это может быть, знаете, как известие, которое от вас как бы и не зависит, и на вас не влияет, а оно идет как само по себе. Известие о чем-то или о ком-то. Я-то вижу, что у вас как раз, может быть, у вас, кстати, сердечная тяжесть по части этого. Я вот только что обнаружила, что цепи, сердечная тяжесть, нет никакой конкретики. Но, может быть, как себя обезопасить или как правильно составить важные документы, как узнать, например, если вас действительно что-то волнует, это сопряжено с деньгами, предположим, то тогда нужно знать наверняка, как работает закон, или как какие-то положения, нормы, да, или какой-то регламент в отношении вас работает. Не должно быть риска, мои дорогие. Карта или значение Солнца говорит, что как раз вы остаетесь довольны, но есть тот момент, который еще он сопряжен с неуверенностью. Могут быть гости, может быть внезапный приезд человека к вам,
Может быть, вы кому-то отправитесь в гости, но больше говорят о том, что к вам кто-то может приехать. Давайте мы смотрим дальше, с чем это может быть связано. Что нам еще расскажут? А вот смотрите, тут какие-то гости и победа у вас выпадает. Может быть, по-разному тут можно это трактовать. Может быть, это тот визитер, который приносит добрые вести. Или вы сами едете куда-то, кому-то в гости, и там вы тоже какую-либо новость или важное какое-то знакомство, важная встреча у вас состоится, и это тоже будет как-то сопряжено с победой, мои дорогие. И любовь. Когда выпадает роза, конкретно про любовь, личная жизнь. Это взаимопонимание и искренность. Поэтому искренние доверительные отношения, они, как и солнце, началось у нас, пусть даже мы говорим, какое-то известие приходит, но все-таки рядом солнце. То есть что-то у вас выравнивается, мои дорогие львы и львицы, и по части денег больше перспективы. Но вы не должны, вот я сейчас увидела, есть какой-то момент, из-за чего, кстати, сердечная тяжесть. Это могут быть переживания как раз, которые из-за денег. Может быть, это новая стратегия, новая работа, новый вид занятости. Или какие-то документы, опять же, по части имущества движимого, недвижимого, по части вторичного дохода. Есть еще то, что вы, для вас еще не прояснено. Вот есть такой момент. И вам придется уравновесить в себе какие-то сомнения, потому что нам не говорят, что это влияет именно на вашу жизнь. Но кто знает, ситуации бывают разные. Иногда это бывает банальным. У нас окружают такие люди на работе, которые узнают, сколько мы получили, если вы в организации работаете. Узнать можно запросто. И кто-то не устраивает его, почему у вас больше, а у него меньше. И кто-то может быть недостаточно доволен, что он вроде как обижен, и в ваш адрес могут быть какие-то заявления. То есть я бы сказала в целом так. Ваше общество может быть не совсем с вами согласно или довольно именно потому, что у вас сейчас что-то налаживается или складывается в плюс. Поэтому вы не должны из-за каких-то конкретно ссор, пусть это ссоры из-за денег или из-за каких-то сложных, глубокомысленных ваших рассуждений, или когда кто-то что-то ляпнул, вы не должны себе добавить сердечной тяжести, потому что у вас лежит солнце. И более того, какая-то перспектива, все-таки у нас идет карта победа. Есть те люди, которые вас любят и поддерживают, мои дорогие. Пока с вами говорю, смотрю на совпадения другие, пока я их не вижу. Если видите вы, пишите, и мы с вами обсудим. Я откликнусь. Да, правда, не вижу другого. Давайте мы на колоде Таро ангелов, патронажа, опеки ангелов спросим для вашего знака зодиака неожиданности и сюрпризы июня. У кого-то знакомство, у кого-то предложение по работе. У кого-то из вас может быть добрые вести по части из высоких инстанций, из налоговых органов, из контролирующих органов. Для кого-то из вас это может быть человек, который занимает высокий пост, и он вдруг к вам будет испытывать интерес, скажем так. И совсем не обязательно, что этот интерес будет чисто профессиональный или для решения какого-то вопроса. С другой стороны, это у нас карты эксперта. Почему особенно в этой колоде нам показывают людей, которые достаточно, либо по лестнице иерархии высоко находятся, либо имеют рычаги власти, рычаги влияния. Для кого-то это может быть и банально, мои дорогие, когда вы идете прояснять вопросы с вашим здоровьем. Врачи тоже проходят. Проходят также люди, работающие с металлом, или когда мы что-то улучшаем дома. И вот множество таких значений объединяют только одно направление – рационализм, логика. И что-то мы знаем наверняка. У кого-то могут быть и юристы, и адвокаты, чтобы разобраться в какой-то ситуации. Или с учетом пажа кубков или пажа воды,
как раз интерес такого человека, который, на него можно положиться, и тот, который, знаете, не боится брать ответственность на себя. У каждого по-разному. Вот перекладывайте все эти тонкие нюансы. Эти карты выпали, я их не достала. И попажу воды. Это какие-то приятные эмоции, это чувствительность, это доброта, это радость, это добрые вести. И вместе с тем наш паж, у нас изображена девушка, она держит кубок, из которого выглядывает рыбья голова. Поэтому помимо каких-то приятных эмоций есть еще и материальное воплощение или какие-то отношения, которые в последующем или вас вместе как будто соединяют, как и взаимопонимание, так и какой-то материальный интерес. Такое ведь тоже может быть. Или для кого-то из вас подарки, мои дорогие, и от конкретного человека. Или согласование каких-то бумаг в высоких инстанциях, когда вы, наконец, вздохнете свободно и сможете в чем-то поставить точку. Переложите на себя. Итак, неожиданности и сюрпризы для львов. Июнь месяц. Каковы же для вас неожиданности, как видят Таро, трансформация. И в этой колоде, буквально, я надеюсь, видно, ангел берет за руку и уводит из башни, которая будет через некоторое время, совсем скоро, разрушена от попадания молнии. Вы выходите из какого-то состояния, положения, может быть, конкретной организации, меняете работу, уезжаете, переезжаете, меняете свою жизнь, трансформация. И после этого вы что-то можете узнать. Меняется, да, ваша жизнь, мои дорогие львы и львицы. Но я могу предположить, я не озвучила это, когда увидела карту, точнее, значение колокол и рядом солнце. И я говорила, что сейчас мы узнаем, с плюсом или с минусом. Но я еще тогда не разложила весь наш пасьянс, и я не хотела предвосхищать события. Все-таки меня смотрит большое количество людей. Так вот это, знаете, как на десерт. Вы как будто уходите откуда-то, и очень вовремя. А потом вы в июне получаете какое-то известие, от которого вы можете, в некоторое замешательство точно прийти. Не теряйте времени даром. Здесь освобождение карта в этой колоде карт. Именно потому, что ангел меняет вашу жизнь, выводя вас из какого-то состояния или из конкретной местности, или конкретного места, как я уже сказала, для того, чтобы вот эта трансформация, она уже прошла у вас, во-первых, менее болезненно, во-вторых, уже вы переключились на что-то новое. Вы не остались сидеть вот в этой башне. Вот такие серьезные вопросы у вас могут быть на повестке июня. Неожиданности. Это сама по себе карта неожиданностей. Но для вас все в хорошую сторону как раз складывается. 8 кубков. Да, эта карта... называю я ее, пусть не в этой колоде, карта эгоиста, но это тогда, когда мы остаемся довольны. В принципе, мы довольны. С одной стороны, есть минус, когда нам ничего не хочется, когда мы решаем вопросы по деньгам, и у вас в пасьянсе тоже выпадают деньги. Но если мы говорим конкретно, что здесь прописано, желание, мечты, счастье. Вот так, конкретно. И тут не только про эгоизм, все-таки колода Таро ангелов – это какие-то возможности для вас. И вот все то, что я только что сказала по карте башня, что вас ангел выводит, вот эта карта подтверждает. А следом прилетают какие-то новости. Вы будете себя благодарить за какое-то правильно принятое решение. Вот такие неожиданности для вас в июне. Вот и думайте, это неожиданность или сюрприз. Это как запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. И вы успеваете. Неожиданности и сюрпризы. Если это неожиданности, каковы же сюрпризы? Есть человек, который в вашу сторону не боится взять ответственность. Тот, который вам желает добра. Да, человек большой консерватор, нам об этом говорят, король земли. Иногда этот консерватизм одновременно может служить как и спасением,
так и наказанием. Потому что в своем фарватере человек движется, и вот он не хочет менять. Почему? А потому что его жизнь научила. Он добился всего сам. Но еще и карта говорит просто о реализации наших проектов и организации нашей жизни как-то по-другому. Для кого-то из вас это будет означать как поддержка человека, вашего близкого человека, или изменения в личной жизни. Может быть, если вы долгое время встречались, вот у нас все-таки роза выпадает, вы будете продумывать, как жить вместе или строить планы на будущее. Но есть взаимопомощь и взаимоподдержка, как и по части финансов, так и по части чувств, взаимопонимания. Хотя в плане консерватизма вы, мои дорогие львы и львицы, можете быть не согласны. Но тем не менее, какие сюрпризы еще? Сюрприз будет в том, что вы какое-то важное решение будете принять. И не потому, что как-то вас кто-то подталкивает, а вы своеобразный опыт проводите как демаркационную линию прежнего опыта, признаете свои ошибки. Это работа интеллекта, именно в первую очередь, работа нашего разума. И допускаете как раз то, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И если прежде вы о некоторых вещах не задумывались, то здесь вы понимаете, что да, вот, к примеру, я успел реализовать что-то или сделать, или уйти буквально откуда-то, или нивелировать какую-то сложную ситуацию, а следом я узнаю, может быть, от людей, может быть, буквально какие-то события, там, известия к вам приходят, что я что-то сделал очень вовремя и правильно. И, видимо, вот этот факт вас наталкивает на то, чтобы пересмотреть вообще какую-то свою дальнейшую позицию, чему и вы будете уделять внимание, и замотивировать буквально себя на что-то совершенно новое. Я могу даже сказать, по этой карте мы готовы учиться. И кто-то, если не буквально сядет за парту, то вам захочется больше свободы. Для кого-то это может быть желание «я буду работать на себя». Или как-то подчеркнуть свою индивидуальность. Или реализовать какой-то свой проект. Потому что либо люди подводят, либо какие-то еще вокруг обстоятельства складываются так, что вы, к примеру, хотите переехать куда-то, и вам нужно быть как и мобильным, так и трудоспособным, так и способным оплатить, жить и получать это качество жизни. Поэтому вы как-то совершенно по-другому возьмете для себя другие ориентиры в течение июня месяца. И это как раз и будет означать вот эта карта башня, вот эта самая трансформация. Не хочется никаких иллюзий. Это приходит понимание, когда рыцарь мечей выпадает, именно в этой колоде, что нужно быть реалистом. Но это как работа над ошибками. Именно потому, что что-то вокруг вас складывается так. Неожиданности и сюрпризы. Давайте еще одну карту. И вы стоите на выборе. Вот то, что я только что говорила. Мы не можем идти вперед в том же направлении, в котором вы были. Вы оттуда выходите. Либо направо, либо налево. Может быть, вы будете между двумя направлениями, как в работе, для себя принимать приоритет. Чему я буду уделять большее внимание? Либо я буду искать, допустим, работу какую-то другую, либо я буду работать на себя. Или, может быть, в пределах одного коллектива для вас это, как тоже какая-то возможность появляется. Может быть, и выбор в личной жизни, мои дорогие. Но одно совершенно точно. Нам выпадала тем более карта трансформации. Мы не можем двигаться в том же направлении, в том же ракурсе, как это было прежде. Дорожка закончилась конкретно. Нам либо направо, либо налево. Сам по себе выбор. Это как неожиданности и сюрпризы. Но хорошо, когда есть выбор. И знаете, тут карта нам как совет говорит. Убери путаницу из своей жизни. Видь, что есть, смотри в реалии. И тогда у тебя не будет никаких сомнений. Давайте еще одну карту неожиданности и сюрпризы. Интересно, что две карты у вас выпадают именно со значением путаницы. Как и восьмерка мечей или восьмерка воздуха, так и двойка воздуха, конфузионы.
это и есть путаница. Путаница где-то в нашей ментальности. И как только мы ее устраним, уходит сразу какая-то неразбериха и уходит как закрытость. Может быть, это прежний период, когда я никому не верю, или приходилось решать какие-то важные вопросы. И здесь вы будете подводить итоги, чтобы выйти вот из этого периода ограничений, в котором вы пребывали длительное время. Вы можете чувствовать себя где-то в небезопасности, может быть, с учетом тех новостей, которые на вас-то, собственно, не оказывают влияния. Вы можете сомневаться в себе. Или вы можете думать, что а вдруг вот это известие каким-то образом меня догонит. А карта нам тогда говорит, более свободный взгляд на жизнь. Свободный в каком плане? Объективная какая-то обстановка, она должна быть вами оценена совершенно четко и конкретно. Не надо добавлять эмоций, иначе это делает как раз нашу жизнь путанной. И тогда из страха мы можем замереть буквально, хотя вас ничто не держит. Вот интересно, тут правда какие-то новости, мои дорогие, могут прилететь для вас вдогонку. И нам ведь говорят, вы посмотрите, у вас сильная позиция. Но может быть настолько какое-то известие для вас неожиданно, что вы начнете копаться в себе или устроите себе какую-то ненужную философию. А тут как раз надо с этим завершить. Давайте мы достанем совет от карт. Шикарная карта. Нам говорят, что да, ты пока не можешь просчитать что-то наперед, ну, с точностью до миллиметра. Так у нас выглядит тайная жрица. И, конечно, интуиция, прислушаться к интуиции. С другой стороны, терпение, добрые дела наспех не делаются. Молчание – это ваш лучший друг и помощник. Мы не говорим о себе много, не рассказываем. Если у вас что-то получилось или у вас какие-то подвижки намечаются, будь по личной жизни, по финансам, по делам, тоже храните молчание. Не рассказывайте о себе много, и это, в принципе, вас самих бережет. У вас как-то ситуация как раз выравнивается, но вам могут позавидовать, например, и начать вставлять палки в колеса у кого-то так. Может быть, это будет буквально в организации. Но когда мы о себе много не говорим, тогда мы будем сохранять вот эту победу. Может быть, для вас это будет как известие, которое вас кто-либо попросит сохранять в тайне. И тогда тоже будьте благоразумны. Ведь работа с информацией у вас может быть, в принципе, очень важна. И кто знает, может быть, эта карта говорит еще и отчасти про деньги. Продумай какую-то свою стратегию на финансы, чтобы деньги вроде как приходят в июне, они и есть, но себя обезопась. Это тоже, об этом есть смысл подумать. Как же видят карты тогда еще? Вот что-то нужно оставить, мои дорогие. Серьезные арканы. Вот правда, вы не можете оставаться. Для кого-то меня люди смотрят из разных стран в конкретном месте, потому что это небезопасно. Для кого-то из вас это вы завершаете прежний этап жизни, действительно трансформация. Вы с чем-то окончательно разбираетесь, ставите точку и уходите. И если мы говорим как совет, оставь все и иди дальше. Это все то, что мы где-то говорили с вами, пусть в другом значении, по карте башня, когда ангел буквально вас берет за руку и выводит. Тут могли быть какие-то в вашей жизни предпосылки или события, которые вас уже прежде подталкивали к какому-то решению. Может быть, вы где-то промедлили. А теперь вы успеваете, но в то же время вы понимаете, что какие-то вопросы, потому что я промедлил и не принял решение прежде, они за мной как хвостом или каким-то шлейфом могут тянуться. Поэтому карта нам говорит только об одном. Нам изображен феникс, мои дорогие, на руке у ангела. И вот для вас приятный период июня, но он непростой достаточно. Тут как и собственные ошибки пересмотреть, стратегию, тактику, как сформировать новое отношение к себе и к деньгам, кстати, тоже. У вас-то это получится. Есть у вас и единомышленники, но есть и те вопросы, которые вы зафиналить должны.
подвести под какой-то итог и в эту сторону даже не оборачиваться. Принять какое-то мудрое, важное решение и больше не устраивать себе вот эти качелеобразные сомнения, не разрушать себя, потому что дальше ваша задача, как птица Феникс, возродиться. Это тоже карта трансформации и карта свободы и освобождения. Вот такие для вас энергии июня, по крайней мере, так видят карты, как и пасьянса цыганского, так и Таро ангелов. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы, мои дорогие львы и львицы, всегда.